Дело Сильвии Лайкинс считается самым страшным случаем жестокого обращения с детьми в Америке. 16-летней девочке пришлось пройти через ад. Она стала жертвой безумных садистов и тотального равнодушия окружающих ее людей. Этой трагедии можно было бы избежать, но никто не захотел вмешиваться. США, штат Индиана, 26 декабря 1965 года. Полицейские прибыли по вызову в дом некой Гертруды Банишевски. В подвале на старом грязном матрасе лежала истощенная девочка-подросток. Это была Сильвия Лайкинс. На ее теле было множество побоев, ожогов от сигарет и порезы. К сожалению, она была не жива. В доме находилось много детей, они все выглядели растерянными и напуганными. Одна из девочек подошла к полицейским и сказала: «Заберите меня отсюда, и я все вам расскажу». Патрульные тут же увели девочку. Ее звали Дженни Лайкинс, она была младшей сестрой погибшей Сильвии. От истории, которую рассказала Дженни, все были в ужасе. Правоохранительные органы немедленно возбудили уголовное дело. Так что же произошло? Давайте разбираться. Сильвия Лайкинс родилась 3 января 1949 года в небольшом городе в штате Индиана. Ее родители, Элизабет и Лестер Лайкинс, были бродячими артистами и зарабатывали на жизнь выступлениями в передвижных цирках. У Сильвии было 4 братьев и сестер, младшая из которых, Дженни, в раннем возрасте переболела полиомиелитом, поэтому у нее были проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Она практически не имела возможности самостоятельно передвигаться. Окружающие отмечали, что Сильвия была очень добрым и отзывчивым ребенком. Поскольку родители 5 детей часто бывали в отъездах, она брала обязанности по уходу за братьями и сестрами на себя. Девочка помогала им с уроками, готовила еду, а для ее сестры Дженни Сильвия фактически стала второй матерью, помогая ей во всех жизненных обстоятельствах. К сожалению, даже когда Лестер и Элизабет были рядом с детьми, их родительские качества не были на высоте. Пара регулярно устраивала шумные скандалы с битьем посуды и драками, а денег, которые они зарабатывали во время разъездов, едва хватало на жизнь. Родители Сильвии часто оставляли детей на попечение дальних родственников. За свою жизнь они сменили около 14 мест проживания. Условия в этих домах были далеки от идеала. Дети постоянно ходили голодными, носили обноски и не знали, что такое родительская любовь и забота. В 1965 году отец семейства принял решение уехать в другой штат на заработки, а Элизабет осталась с детьми одна. Однако, когда Лестер вернулся домой, он с удивлением обнаружил, что его дети находятся в соседском доме, где проживала Гертруда Банишевски со своими детьми, в то время как Элизабет отбывала заключение по обвинению в краже. К слову, Сильвия дружила с одной из дочек Банишевски по имени Пола. Лестер понимал, что не сможет в одиночку воспитывать своих детей и одновременно зарабатывать деньги, поэтому предложил Гертруде работу няни за $20 в неделю. Она согласилась. Старших детей мужчина забрал с собой. Семья Банишевски была катастрофически бедна. Дом был грязным и запущенным. Не было даже плиты для приготовления еды, поэтому основной рацион питания составляли бутерброды из залежавшегося хлеба и остатки еды, найденные на помойке. Лестер видел все эти условия, но не счел их ужасающими. Оставив своих дочерей на попечении Гертруды, он попросил ее обращаться с девочками максимально строго. По его мнению, их мать позволяла девочкам слишком многое. Когда Лестер Лайкинс покинул штат, Сильвия и Дженни стали привыкать к новым реалиям жизни. Первая неделя в доме Банишевски прошла относительно спокойно. Несмотря на отсутствие минимальных удобств и голода, девочки все же имели возможность жить нормальной жизнью и даже стали налаживать отношения с остальными детьми Гертруды. Всего их было 7. Спустя неделю должен был прийти чек на оплату услуг женщины, но по каким-то причинам он задержался. Банишевски отреагировала на это очень бурно. Она принялась обвинять Сильвию и Дженни в воровстве, неподобающем поведении, а также стала причинять им телесные увечья. Деньги пришли на следующий день, но поведение женщины и ее отношение к девочкам не улучшилось. Оно усугублялось с каждым днем. Женщина начала регулярно избивать Сильвию и Дженни подручными средствами за малейшую провинность. Однажды дочь Банишевски, Пола, пожаловалась матери, что девочки съели слишком много еды на церковном ужине, за что Гертруда нанесла своим подопечным около 30 ударов деревянной ракеткой по спине. После этого случая все внимание Гертруды сосредоточилось на Сильвии. Скорее всего, женщина, страдавшая от затяжных депрессий, приступов агрессии и других психических проблем, считала добродушную 16-летнюю девушку угрозой и даже завидовала ей, а потому ненавидела и срывалась на ней при каждом удобном случае. К тому же Сильвия, в отличие от Дженни, была здорова, возможно, в женщине была какая-то капля сострадания. Однажды, пережив очередной приступ агрессии Банишевски,
Сильвия решила отвлечь ее внимание и выдать ей секрет, которым поделилась с девушкой дочь Гертруды, Пола. Как оказалось, она была беременна, но боялась сказать об этом матери. К сожалению, попытка девочки переключить внимание садистки на собственных детей не увенчалась успехом. Разъяренная женщина обвинила в распутном образе жизни саму Сильвию и решила, что та попросту оговаривает ее дочь. А Пола, разозлившись на предательство Лайкинс, жестоко избила ее, обвинив в раскрытии тайны. Именно с этого момента Гертруда решила использовать своих детей и их приятелей в травле Сильвии. Банишевский регулярно обвиняла девочку в распространении слухов о своих дочерях и их друзьях, за что те жестоко избивали и травили Лайкинс. Так, из-за того, что Сильвия якобы назвала мать своей приятельницы Анны Сиско женщиной легкого поведения, та разбила ей губу и вырвала клок волос, а друг Стефани Банишевски, Кой Хаббард, регулярно отрабатывал на ней приемы дзюдо. Насилие над Сильвией практически не прекращалось. Возвращаясь из школы, где девушку ненавидели и считали главной сплетницей, Сильвия сталкивалась с Гертрудой, которая не давала ей еды и воды, оскорбляла, запирала в комнате на несколько дней и жестоко избивала. Примечательно, что многие соседи Банишевски видели тот кошмар, который творился в ее доме, но по каким-то причинам просто игнорировали происходящее. Однажды девочка по имени Джуди Дюк рассказала своей матери о том, что Гертруда избивает Сильвию до состояния полусмерти, на что та ответила, что таким образом женщина наказывает провинившегося ребенка. Также о жестоком обращении с Сильвией знала и другая женщина, соседка Филлис Вермиллион, которая хотела нанять Гертруду в качестве няни для своих детей, однако передумала, увидев избитую девочку в доме Банишевски. Об ужасах, творившихся в доме Банишевски, знала и старшая сестра Сильвии, Диана, которая однажды приехала в город, чтобы навестить ее и Дженни. Однако девушка по каким-то причинам решила, что ее младшие сестры преувеличивают, а синяки на лице и теле Сильвии – лишь следствие неосторожных игр на улице. Несправедливость и жестокость, с которой столкнулась Сильвия, не сломили ее дух. 16-летняя девочка продолжала ходить в церковь, искала редкие минуты уединения для прослушивания любимых композиций группы Beatles и других маленьких удовольствий. Но главное, она не пыталась бежать. Это объяснялось тем, что девочка понимала, что ее младшая сестра-инвалид, Дженни, не сможет бежать, а оставить ее в руках садистов она не могла. К сожалению, осознание того, что Сильвия не может бросить Дженни, лишь развязало Банишевские руки. Очень скоро Гертруда вместе с детьми стали запугивать младшую Лайкинс, угрожая той расправой, если она не будет участвовать в избиении сестры. Сломленная психика Дженни не смогла сопротивляться давлению, и вскоре она стала участвовать в травле и физических наказаниях собственной сестры. Спустя еще несколько недель Гертруда Банишевски окончательно убедилась в том, что обладает полной властью над Сильвией. Она запретила девушке ходить в школу, избивала ее по несколько раз в день, тушила об ее тело окурки, запрещала пользоваться туалетом. Из-за побоев у Сильвии началось недержание мочи и развилась почечная недостаточность. Вскоре Банишевски заперла Сильвию в подвале, где та находилась в полной темноте несколько месяцев. Девушка вынуждена была питаться собственными фекалиями, а частые визиты Гертруды и ее детей превращались в настоящие сеансы пыток. В один из таких случаев Банишевски приказала детям повалить девочку на пол и держать ее, пока она будет выжигать на ее теле раскаленной иглой надпись «Я проститутка и горжусь этим». Она не смогла самостоятельно закончить выжигание надписи. Это с удовольствием сделал соседский мальчик Ричард Хопс. За 5 центов она позволяла соседским детям делать Сильвии все, что им захочется. Так они жгли кончики пальцев девушки, обливали ее кипятком, заставляли сидеть в очень горячей ванне, втирать в образовавшиеся раны соль, после чего избивали ее и бросали в подвал. В отчаянии Сильвия наконец-то решилась на побег. Она услышала, как обсуждают, что ее увезут в лес. Что из леса она не выйдет, было ясно. Но девочка уже так ослабла, что побег не удался. Ее снова пытали. После очередных побоев ее речь стала бессвязной. У нее начались провалы в памяти, потери сознания, и несколько дней она провела в бреду. Затем, спустившись в подвал с дочерью Стефани и Ричардом Хопсом, Гертруда обнаружила Сильвию мертвой. Стефани бросилась делать бывшей подруге искусственное дыхание, но ее мать велела ей прекратить, потому что Сильвия, как она считала, придуривалась. Женщина со всей мочи ударила девочку книгой по лицу, но только тогда поняла, что она действительно не дышит. Банишевски велела Хопсу вызвать полицию. Полицейские, прибывшие в дом садистки, обнаружили изувеченный труп Сильвии. Вначале Гертруда утверждала, что девушка была проституткой и получила свои увечья в другом месте, а позже пришла к ней в дом за помощью. Однако позже она во всем призналась. Вскоре все участники расправы над Сильвией были арестованы. Гертруда вместе с детьми и 2 соседскими мальчиками была помещена под стражу в день обнаружения трупа.
А прочие преступники, одноклассники Лайкинс, соседи и другие, попали в тюрьму спустя еще 3 дня. Большинство участников процесса были признаны свидетелями и отпущены после нескольких месяцев заключения. В их числе оказалась дочь Гертруды Стефани, которая согласилась дать показания против матери и ее подельников. Что касается остальных обвиняемых, 30 декабря того же года Гертруде, Джону и Поле, а также Ричарду Хопсу и Ксю Хобарту, которые непосредственно участвовали в пытках Сильвии, было предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Несмотря на попытки адвокатов доказать невиновность подсудимых, 19 мая все 5 участников убийства были признаны виновными в совершенном преступлении. Мать семейства была приговорена к смертной казни, которую позже заменили пожизненным заключением. Ее дочь Пола также была приговорена к пожизненному заключению. Джон, Ричард и Кой были признаны судом виновными в убийстве второй степени и получили срок заключения от 2 до 20 лет. Примечательно, что сама Банишевски настаивала на своей невиновности во время процесса, объявляя свои действия психологическими отклонениями и действием лекарств от астмы. Пола родила дочь, уже находясь в стенах тюрьмы. Она назвала своего ребенка Гертрудой в честь своей матери, объяснив этот поступок тем, что считает старшую Банишевски примером для подражания. Со временем это резонансное дело стало постепенно забываться. Но в 1970 году суд Индианы решил возобновить дела Гертруды и Полы повторно. Как объяснили представители закона, женщины не имели возможности в полной мере воспользоваться своим правом на защиту, поскольку вокруг дела была поднята слишком большая шумиха. В итоге Пола была выпущена на свободу спустя 2 года после начала рассмотрения дела, а Гертруда покинула стены тюрьмы в 1985 году, что вызвало огромную волну недовольства. Сразу после освобождения Банишевски в Индиану прибыли правозащитники со всего мира, требовавшие сохранения ее приговора, а семья Сильвии вместе с Дженни Лайкинс выступили на местном телевидении с протестом против освобождения убийцы и ее сестры. Тем не менее, Гертруде удалось покинуть стены тюрьмы. Она сменила имя и переехала в другой штат, где умерла спустя несколько лет от рака легких. Ее дочь Пола также сменила имя, обосновалась в штате Айова, где до сих пор проживает вместе с супругом и 2 детьми. Она работала помощником школьного психолога, но в 2012 году ее уволили после того, как всплыла правда о прошлом женщины. Единственный, кто признал себя виновным и по-настоящему раскаялся в преступлении, это сын Гертруды, Джон. После отбывания наказания он начал помогать детям, которые переживают трудности в семье. На основании этой трагической истории была написана книга «Девушка по соседству» и снят фильм «Американское преступление»,